Я родился в Москве, был одним ребенком в семье, потому что дальше просто родителям в тех реалиях было не до второго. По семье прошлись 90-е во всех своих проявлениях. Помню обрывками это, такими отдельными кадрами. Это был еще, наверное, дошкольный период как раз, когда у нас дома жили дядьки в кожанах, такие огромные амбалы. Прям классический образ. Чуть ли не вот этот черный кожаный плащ, короткая стрижка, сами шкафы, и трясли на бабке батю. Продолжалось в течение нескольких месяцев, пока он там, какую-то, видимо, оговоренную сумму не занес им. В свое время круто стартанул с туристической индустрии, так скажем, когда она только открывалась. И потом на его успех налетели коршуны. И позже он там, продолжил этим заниматься, но очевидно, что уже так немножко крылья были подобломаны. Какой был старт, дальше уже такого было сложно добиться. Я думаю, просто довольно сильно обожгло. В какой-то момент мы сошлись с Дашей и, в общем, поняли, что это матч, и мы готовы этому общению дать и какие-то плоды в виде детей. Где-то в 25 я узнал, что буду папой, и теперь я дважды папа. Для меня это оказалось супер вовремя, потому что, как я зачастую говорю, что какой-то рост по многим параметрам произошел благодаря появлению детей, а не вопреки. Со временем все это привело к такой форме взаимодействия с детьми, как эти мои рисунки, наши рисунки. Не буду говорить, что они только мои, потому что рисует, пока еще старший. У мелкого есть тоже прикольные какие-то отдельные рисунки, которые я уже хочу переносить. Но пока он еще больше каля-маля рисует, чем какие-то такие сюжетные истории, или просто хотя бы персонажей. И, собственно, это такая форма, к которой мы сейчас пришли. Это очень оказался естественный компромисс между привычкой рисовать на улице и отцовством. Обычно, наверное, образ какого-то, условно, семьянина и граффити-художника несколько на разных полюсах друг от друга находятся. А тут как-то удалось естественным путем это совместить в такую прикольную форму взаимодействия, где мы можем весело порисовать дома какие-то рисунки, скетчи, что-то может быть от него или я могу просто на полях тетрадки увидеть какого-то прикольного персонажа и такой: воу, я его забираю. А иногда это бывают такие как сессии, где мы просто садимся и как-то взаимодействуем. Это может быть рисование от какого-то не от пятна, а скорее от каля-маля, просто пару линий кто-то накинул, я на него что-нибудь накручиваю, нахожу, куда встроить глазки, какие-то ноги, еще как-то.
Хотя такие рисунки я не часто беру в работу. То, что мне больше нравится, прям непосредственно детские, с их вот этими алогизмами, какими-то кривыми формами, нелогичными, нелинейными, наивными и чистыми, так скажем. Какой-то определенный опыт и какие-то ошибки нужно давать совершать детям, чтобы они их прожили, этот опыт, сами. Где-то удариться, где-то обжечь, чтобы понять, что это горячо, это нормально, и это нужный и важный опыт. Поэтому здесь я стараюсь, не перебарщивать, не превращаться в какого-то тревожного родителя. Хотя, поскольку я такой, много времени провожу с пацанами, иногда могу так немножко лишнего какой-то опеки дать. Это совсем чуть-чуть лишнего. В сравнении с какими-то рядовыми родителями, я думаю, в целом нет, потому что мы там не можем оказаться по пояс в грязи где-нибудь там, я не знаю, вылезая откуда-нибудь. К второму как раз ты как-то спокойнее начинаешь относиться ко всем этим проявлениям. У тебя просто нет такого ресурса внимания, чтобы за всем, постоянно держать в фокусе, обоих детей. Поэтому в целом ко второму ребенку этот порог опеки, он немножко падает, и ты, спокойнее относишься к страхам и ко всяким этим штукам. И в конце концов, несмотря на то, что я несу за них ответственность, но все мы отдельные личности, и такой путь нам нужно пройти. Тут ничего не попишешь, если так суждено. Естественно, я переживаю как за себя, так и за них, но у этого всего хочется верить достаточно разумные пределы. И, возможно, с обывательскими критериями они могут показаться даже заниженными. Такая форма, когда мы можем и с семьей, например, где-нибудь в месте, которое располагает для какого-нибудь, может быть, пикника или еще какого-то места, и есть возможность порисовать стеночку или где-то выйти на какую-то, может быть, неэксплуатируемую ветку железной дороги, или какое-то такое место, более-менее, где можно находиться с мелкими, и можем вместе порисовать. И есть возможность сделать эти рисунки прям по классическому бомбингу, куда-нибудь проникая, выбирая под них места, которые прям по бомбингу, и получает тот спектр эмоций, какой-то адреналин, азарт, не знаю, присущий классическому граффити. Поскольку рисунки несложные, в целом эту подачу, которую я выработал, она требует не так много материала, если не делать какие-то масштабные прям супер штуки. Можно какие-то, посложнее, если как раз вместе просто давать возможность малому попробовать разные инструменты, баллончик, валик. Где-то я специально оставляю какие-то элементы, чтобы он нанес своей рукой, потому что у меня так не получится. Я уже привык нормально держать баллончик в руках, а он еще не привык. И эти какие-то линии я такие специально не делаю.
Задумывался ли я, как это выглядит со стороны детей? Наверное, ну, точнее, задумавшись, я понял, что для них-то вот это рисование, такое взаимодействие, в целом нахождение в какой-то, так, ну, так скажем, в субкультурной семье, для них это просто данность. Это мы пытаемся, наверное, сравнить свое детство с их детством. Но, опять же, у нас есть с чем сравнить, а у них не с чем сравнить. У них есть вот такое детство, которое есть у них. Ну, условно, вот с таким вот там папой, с такой мамой. Ну, у меня не так много теплых воспоминаний из детства, связанных с отцом. Ну, возможно, потому что как раз вот эти события там 90-х, может быть, где-то загрубел, да, может быть, где-то еще как-то. И в противовес этому как раз мне хочется быть прикольным батей, как бы, чтобы их детство было наполнено теплыми воспоминаниями о вот нашем взаимодействии с ними.